Такой вот у нас Mercedes Аксорик с посторонним стуком в двигателе. Стук мы этот не слышали. Сейчас попробуем. Вскроем сначала клапанные крышечки. Если там ничего серьезного нет, то будем пробовать заводить и слушать, как он стучит. Для начала просто вскроем клапанные крышки, потому что 80% проблем таится где-то там. То есть распредвал, толкатели, клапана. Сейчас посмотрим. Пробег в данном автомобиле составляет 960 тысяч километров. 2015 года автомобиль. Итак, подняли мы кабину, опрокинули. Видим двигатель, защиты я поснимал перед мойкой. Открутил клапанные крышки. Смотрим, что под ними. Вот у нас есть проблемка. Большой зазор в данном цилиндре, образовавшийся, скорее всего, из-за толкателя, съеденного толкателя. Можем заметить, что у нас головки уже поднимались. То есть двигатель уже когда-то делался на этом пробеге. Пробег, напомню, около 900 тысяч, там чуть за 900 тысяч километров пробега. И какой-то ремонт уже производился, что говорит вот эти вот затяжки на болтах. Вот, на данный момент мы видим, что вот здесь вот зазор у нас увеличился из-за этого. Мостик слетел из-за увеличенного зазора. Сейчас мы можем прокрутить двигатель и проверить, насколько сильно ушел зазор. Поставить его в регулировку. Так, я один круг уже оборот сделал, перепроверил. Все клапана у нас разжатые. То есть 60-40 ставим, то есть 60 у нас вот болтаются все. 40 тоже все свободно. 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 Вот. Свободненько, но около 80 спокойно может влезть. А этот у нас зажатый, как ни странно. То есть, хотя по предварительным это должен быть, в принципе, свободный. Но я как бы открутил и поставил коромысло. Возможно, у нас толкатель не до конца опустился, а подвис где-то в блоке. Он был подвешен сверху, я его ударил, он опустился вниз. Ну, сейчас, может быть, не до конца опустился, поэтому зажато. Сейчас попробую открутить опять и поболтать сам толкатель, как он там будет ходить. Затем отрегулирую, сколько положено, и попробуем просто завести его, посмотреть, что будет. Так, накинул я клапанные крышечки, не затягивал. Сейчас попробую завести его, посмотреть, как он работает. Что же, у нас после работы заметно теперь зазор увеличился. Это только вот после того, как он поработал, потому что так, когда по штанге постучал, ну, он стал нормальным зазор. А вот поработало, теперь видим, какой у нас огромный зазор. Самый простой эффективный способ, тут, кстати, у нас здесь видно, что с этим цилиндром они уже что-то делали, трубочка новая. Самый простой надежный способ проверить, сейчас увидеть толкатель. Мы снимем ПЛД-секцию и заглянем туда камерой эндоскопом. Итак, вот мы достали ПЛД-секцию. Теперь смотрим на этот толкатель с этой стороны.
И, видимо, он у нас стоит уже повернутый на 90 градусов. То есть он ролик не крутится, а вот его просто стирает. Сейчас попробуем показать. Вот так вот, если вот я его дергаю. Вот, то есть поэтому у нас и зазор непонятное что, он крутится вокруг своей оси. Вот он там стертый полностью. И говорит о том, что шайба у нас, шпонка тоже там отсутствует, потому как прокручен. Вот он. Он неправильно стоит, то есть должен стоять. Сейчас поверну на другую. С противоположной стороны стоит. Сейчас. Вот так вот. Мы видим именно втулочку ролика. И вот он вот так вот крутится по распредвалу. Это так должен быть. А у нас с противоположной стороны на выпуске вот она боковая часть. Ну что, друзья, мы согласовали с клиентом снятие двигателя, дальнейшую разборку и диагностику, дефектовку. Сейчас мы снимем перемычку, мостики, кардан и будем снимать двигатель вместе с АКПП, с механической коробкой передач. Начнем сольем сначала жидкость, антифриз. Ну и, соответственно, все разбирать. Более подробно снятие двигателя показывать не буду, так как у меня уже несколько видео с этим есть. Сейчас кину ссылочку, с которой можете переходить на это видео и смотреть более подробную разборку двигателя, также снятие двигателя. Буду показывать вкратце, что и как. Поэтому приступим. Так, друзья, вот так вот мы подразобрали двигатель, открутили кардан, сняли насос, открутили от подушек двигателя, сняли выхлопной коллектор и по переду система охлаждения, топливная, ГУР. Все открутили, у нас осталась только проводка под турбиной, которая идет в кабину. Сейчас мы приподнимем двигатель и все это открутим. Так, хотел только показать одну отличительную особенность. У нас начал я, смотрите, там компрессор, смотрю, новый стоит. Тут много пыли. В одном из своих роликов я уже об этом показывал. Частая проблема, когда компрессор выходит из строя. Вот такие вот дырки в всасывающем коллекторе. Здесь уже видно, что-то ремонтировали, а чуть дальше вот уже протерлось. То есть новый компрессор опять же может вышел из строя, мог выйти из строя. Также этим самым насос всасывает у нас и в турбину, соответственно дышит этим двигатель. Следите внимательно за этими патрубками, потому как здесь он уже масла много, двигатель все понял. Все, приподнимаем мы двигатель. Вот так вот мы его приподняли, двигатель. Теперь есть спокойный доступ. Вот эту косу нам надо скинуть, которая идет на AdBlue, и косу, которая идет на кабину. Все откручиваем, все эти на питание. Все это откручиваем, ну и там дальше коса идет еще. Все, и тогда мы его сможем спокойно вытянуть. Так просто, что удобно вот здесь все работать. Приподнять, ну там немножко расхомутал и приподнял. Ну и так вот можно заниматься вот с этими вот быстросъемами, не очень удобными. В раме это очень неудобно делать. Так, двигатель мы сняли, свозили на мойку, помыли его. Теперь приступаем к его полной разборке. Не к полной, сначала к диагностике и снятию распредвала. То есть снимем мы сейчас коробку, узел сцепления, кожух, перед и так далее, чтобы нам достать оттуда распредвал. Также достанем форсуночки, чтобы посмотреть эндоскопом состояние гильзы поршневой группы. Разбираем.
Ладно, хорошо. У нас здесь сухие, здесь масляные. Эту сторону мы разобрали и разбираем перед. Герметик везде, где только можно. Ну, там просто толкатель. Иногда легко бьется, иногда чуть на излом. Вот у нас шпонки уже, шпонка отсутствует. И вот такой вот ролик. Док, собственно, посмотрим. Шпонка стоит с пазлом. Итак, что же мы посмотрели на толкатель вот такого состояния. Блок
тоже печального состояния. Фотографию приложу. Длинная шпонка нам в этой ситуации не поможет. Она может, конечно, и поможет, но это временно. Поэтому будем его разбирать полностью, диагностировать, проверять, что еще целое, что нет, и писать карту дефектовки. Соответственно, рекомендуем замену блока. Также, конечно, еще владелец пока думает о том, чтобы сделать шпонку с другой стороны, прорез для шпонки с другой стороны в блоке. Вот. Но для этого все равно придется нам разбирать весь двигатель. Поэтому приступим мы снять головок. Снимем головки, нам отдефектовать надо, поршня, ну и так далее. Тоже также разборку вам особо показывать не буду, так как есть видео разборки данного двигателя целиком да полностью. Покажу после разбора на мелочах, на головках там и поршней, состояние головок и состояние гильзопоршневой группы. Так, сняли головки, что мы видим? Здесь вот такие гильзы. Здесь вот такая выработка на гильзе. Он там имеется, но выработка уже есть. Также и по головкам. Головкам уже видно, что просадка по клапанам. Этот клапан, как вот видно, да, один из 4 отличается, опущенный. Здесь также, здесь один. Тут он даже какой-то темный, сухой. Ну, рассухарим, сейчас увидим. Ну, больше всего вот этот мне нравится. Так, колено достали, смотрим состояние вкладыша. Вот у нас потертости на первом и втором вкладыше. И на втором вкладыше имеется еще вот так. Вот так вот они у нас выглядят. Скрыли масляный насос, имеет вот такие повреждения в виде задиров. Есть и неглубокие, и глубоковатые. Также и на шестерне. И на зубах тоже есть повреждения. Стружка сюда попадала. Вот сколько стружки на фильтре.
Так, друзья, вот у нас полностью двигатель разобранный. Достал гильзы, промерил я коленвал. Коленвал в хорошем состоянии, то есть стандартном. Блок промерил, блок также в стандарте. Ну, клиент решил у нас вести на проточку, то есть пазы с другой стороны, вести на ремонт. Также я заметил, что блок этот менялся, видимо, видны метки и видны на гильзах уже нумерация. То есть, скорее всего, это переставлялись с одного блока на этот блок. Как давно и сколько он проехал, не знаю, не могу сказать. То есть это мое предположение, потому как я вижу везде герметик, абсолютно везде. Возможно, даже на старые прокладки устанавливались. Вот, поэтому сделал такие выводы. То есть нумерация и герметик везде, повсюду. Но, видимо, не были продуты вот эти масляные форсуночки. Это у нас форсуночка масляная, которая идет на охлаждение распредвала, на охлаждение толкателя и ПЛД секции. Вот здесь вот мы видим стружку. Либо она образовалась сейчас, либо была уже до этого. Сейчас. Вот столько вот ее здесь много. Также вот, видите, забит штуцер полностью. Поэтому рекомендую всегда их снимать и продувать. Достал я также пятый. Ну, сначала думал, что все хорошо, как бы не видать. Но внутри вот эти каналы, они забиты. Вот. Стружка там тоже имеется. Не забывайте откручивать их и продувать. Ну, на этом у нас все. Разобрал у нас под замену гильза, поршня, кольца, вкладыши, распредвал, толкатели. Головки ремонтировать. И блок либо замена. Ну, мы рекомендуем замену, но клиент хочет сделать паз с другой стороны. У нас один только вот этот пятый, с ним проблема. Все остальные в хорошем состоянии. Также будем рекомендовать ему замену втулок распредвала сразу же. Ну, на этом все, у нас разборка закончена. Теперь ждем, когда привезет клиент блок этот с ремонта, либо другой, и, соответственно, все запчасти. И будем собирать. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачи на дорогах.